Сразу после фиксов бесконечного режима в Dead Rails начался полный хаос. Одни баги исчезли, другие будто стали еще страннее. Сегодня проверим, что реально исправили после обновления. Посмотрим, работают ли задания. Проверим новые изменения на 92-м километре. И заодно протестируем портал на остров Единорога. А еще покажу момент, который я вообще не ожидала увидеть в рейде. Такое у меня случилось впервые. Полный гайд на бесконечный режим после исправления багов. Идем проверять, что реально изменилось после последних фиксов Dead Rails. Сейчас будем тестировать обновление, которое исправляло прошлое обновление бесконечного режима. Да, звучит запутанно. Если честно, я сама сначала еле разобралась, что тут происходит. Но теперь все уже работает намного понятнее. В бесконечный режим добавили задания. И вот эта доска с 3 задачами в день выхода обновления почему-то не запускалась сразу, и многие думали, что все сломалось. Но сейчас система уже работает нормально. Теперь задания доступны вообще во всех режимах игры. В каждой безопасной зоне стоит специальная доска, где можно выбрать одну из 3 задач для всего сервера. За выполнение дают не только доллары, но еще и бонды. А это уже реально полезно для долгих рейдов. Каждый сервер начинает матч с одной случайной задачей. Одновременно может быть активно до 3 заданий. Бывают боевые задачи, задания для поезда или экономические. И вот первое случайное задание у меня было — продать 3 разбойников шерифу. Кстати, если кто-то уже выбрал задание на посту, другой игрок поменять его уже не сможет. Так что тут надо думать быстро, и сейчас расскажу, какие задания брать вообще выгоднее всего. По поводу выбора, лучше брать то, что вы и так будете делать по ходу рейда. Например, пережить ночь, заправить поезд или прицепить предметы к поезду. Если такие задания выпадают, это вообще идеальный вариант. Выполняются почти сами собой. Но я по привычке все равно начала делать запасы оружия, припасов и защиты. Без этого я в бесконечный режим вообще уже не захожу. Из всех заданий дольше всего у меня не получалось выполнить задачу с волками. Я играла за класс Экслингер и слишком сильно разогнала количество мобов. Они буквально сносили всех врагов раньше, чем я успевала что-то сделать, а потом волки вообще перестали появляться. Вот это уже было реально странно. Короче, главный совет: выбирайте самое легкое попутное задание. И тогда бонды будут копиться вообще без напряга. После выхода обновления я заметила еще одну странную вещь. Теперь абсолютно все мобы, и союзные, и дикие, нападают на лошадей. Это уже какая-то эпидемия. Я играла за Экслингера и очень долго вообще не могла получить лошадь. Их моментально уничтожали все подряд, только на через секунду уже хаос. И вот что получается по наградам. Одно задание на каждом посту до возврата карты в бесконечном режиме приносит примерно плюс 14 бондов. Кто-то скажет, что мало, но самое главное, это количество получает каждый игрок в рейде. И вот это уже очень даже приятно. Теперь переходим к улучшениям и исправлениям. Тут тоже есть на что посмотреть. Союзников теперь нельзя случайно бить оружием ближнего боя. И по факту союзников вообще нельзя устранить ничем. Я все проверила лично. Иногда это даже начинает немного раздражать. Зато союзные ящики теперь можно перетаскивать. Вот это уже реально полезное изменение. Теперь ящики будут теряться намного реже. После возрождения броня больше не пропадает. Проверила специально несколько раз. Это действительно исправили. А вот следующее дальше исправление мне показалось очень странным. Разработчики написали, что оружие разбойников больше не выглядит так, будто его можно подобрать. Но я все равно каждый раз пытаюсь его поднять. Оно все еще выглядит как обычный лут. Мне кажется, этот эффект так и остался. Хотя, если честно, если бы об этом не написали в списке изменений, я бы вообще не заметила разницы. Еще одно исправление. Тела разбойников больше не остаются зависшими после удаления. И да, этот баг вроде реально исчез. Насколько я понимаю,
поняла, раньше это происходило, когда из мешка выбрасываешь, и модель зависает в воздухе. За весь рейд я такого больше не увидела. А вот что я вообще не поняла, это исправление про экран выбора режима. Разработчики написали, что он больше не сбрасывается сам по себе. Если кто понимает, о чем речь, обязательно напишите в комментариях, мне тоже интересно. И еще одно исправление. Имя Николы Теслы теперь отображается правильно. Если кого-то очень раздражало неправильное написание, да, поздравляю, это тоже пофиксили. Я, если честно, даже не сразу поняла, где именно это было заметно. Для открытия ворот я использовала баг полета, залетела внутрь, отключила пулеметы, дернула рычаг и спокойно пошла за лутом. Тут главное залетать сбоку, иначе могут быстро сбить. Открыла ворота, вернула стулолет на место и поехали дальше проверять исправления уже на 92-м километре. Там дальше вообще начались странные вещи. Я добралась до конца карты. Именно в этом месте карта начинает возвращаться назад. Это и есть тот самый 92-й километр. На этом километре разработчики добавили сразу 2 исправления. Карта теперь должна корректно сдвигаться назад, чтобы уменьшить баги с отображением оружия. Но, если честно, я вообще не поняла, что поменялось. Поезд как странно двигался здесь, так и продолжает. Но хотя бы ничего критичного. А вот без заданий я бы вообще никогда не подошла к торговцу. Это был мой первый раз, когда я тут что-то покупала. Я даже не знала, куда нажимать, чтобы оплатить покупки. Но зато еще одно задание было закрыто. Следующее там исправление, вот после 92-го километра города в Endless Mode снова должны нормально появляться. И вот тут у меня уже появились вопросы, потому что деревень сначала вообще не было. А когда первая все-таки появилась, она оказалась максимально странной. Деревня буквально заспавнилась прямо на посту. Я такое увидела впервые. Но знаете что? Мне даже понравилось. Но получилась какая-то новая безумная локация. Все вокруг бегают. Кто-то стреляет друг в друга. Иногда случайно попадают по мне. Полный хаос. Короче, этот баг как будто до конца не исправили. Хотя раньше я вообще думала, что деревни тут и не должны были появляться. Но ладно. На фарм это почти не влияет. На общий геймплей тоже. Так что едем дальше. И вот дальше будет момент, который меня реально удивил. Оказалось, что добывать электроскутер с помощью другого электроскутера очень даже легко. Получилась такая спокойная прогулка посреди полного хаоса бесконечного режима. И вот мы добрались до последнего исправления в этом списке. Теперь снова можно заряжать электроскутер. И заодно я решила проверить портал на остров Единорога. Какое-то время портал вообще не телепортировал игроков. А раньше одного заряда хватало спокойно. Теперь уже нет. Но самое главное, все снова работает. И в какой-то момент у меня одновременно активировались сразу 2 портала. Выглядело это очень странно. Кстати, на стриме я даже открыла портал для подписчиков прямо на спавне. И все, кто хотел получить бейдж острова Единорога, могли сразу запрыгнуть внутрь. Вот напишите в комментариях, креативно получилось или нет. Потому что пока я общалась с чатом во время стрима, меня саму кто-то неожиданно затолкал в портал. В итоге получился полный хаос, но было очень весело. Делитесь этим видео с друзьями и поддержите ролик лайком. Именно это помогает мне выпускать новые видео по Dead Rails еще чаще. Пока!